Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале В Виктория. Мы с дочкой, с Машей приехали в Египет. Это Хургада, отель Desert Rose. Нам за это не заплатили, не говори. Очень понравился нам отель. Мы уже отдыхаем 3-й или 4-й день. Сбили со счету, все классно. Сейчас идем на пляж. Будем все снимать. Сейчас мы идем на завтрак. Завтрак с 7 до 10, обед с часу до 3, ужин с 7 до 10. Ну и там всякие перекусы есть еще. Но мы ими не пользуемся, потому что некуда. Вот такой вот у нас номер. Это улучшенный стандарт, да, по-моему, как-то так он называется. Мы очень рады, что мы его выбрали. Он беленький, без вот этих египетских орнаментов всяких. Мне очень нравится то, что он очень современно выглядит. Вот, здесь душевая. Короче, круто. Вот такая дверь. Здесь шкаф. Там сейф, холодильник. Есть чайник или кофеварка, что это, мы этим не пользуемся. И вот такая вот терраса, балкончик. С замечательным видом. В номер приносят каждый день 2 бутылки воды вот таких. Пополняют бар, если он закончился. Но он у нас не заканчивается. Что тут у нас в баре, мы даже не смотрели. Какие-то... это спрайт. Кока-кола. И какой-то сок. Вот еще бутылка воды замороженная. Идем на завтрак. Показываем вам немножко корпус. У нас корпус 4000. 4-й, я так понимаю. Они тут разделены. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Сколько тут корпусов, я даже не знаю. Отель около 8, Маша говорит. Отель очень большой. Большая территория. 3 бассейна. Один из них огромный, просто как для пловцов. Вот можно соревнования проводить. Туда нельзя с детьми, и там он все время пустой. Вот такой вот есть внутренний дворик. Вот это вот корпус. Он квадратный. Да. Hello. Это самый популярный бассейн. Здесь потому что бар в центре. И тут очень много людей. Днем отдыхает с детьми. Проводят, я так понимаю, еще какие-то игры, анимация. Но мы здесь как-то не прижились с Машей. Да, много людей. И там есть бар в бассейне. Вот этот, где ты сидишь прям в водичке и пьешь коктейльчики. Поэтому тут много людей. Да, мы несколько раз хотели туда попасть, но там все было занято. Ну, в общем, либо... приходить рано утром. Да, вот сейчас можно туда приходить. Но, как правило, рано утром мы заняты другими делами, мы кушаем. Тут всего 3 бассейна. Первый этот. Второй дальше вот этот для пловцов, который сказала мама. И 3-й... тоже такой, типа, похож на это, только чуть меньше, и там больше для детей все. Там горки есть детские. Вот такой классный вот здесь переходик в полутени, приятный очень. Вот он и там тоже. Короче, это удобно, то что нет изнуряющей жары, пока ты идешь в ресторан. Вот еще корпус. Тут еще бар. Здесь можно посидеть на лавочке. Мы никогда тут не сидели. Сверху цветочки на нас смотрят. Очень приятно здесь ходить. А вот и второй бассейн. Его особенность в том, что тут никогда нет людей. Типа тут может быть человек 5 максимум. Потому что он глубокий. Сюда не идут с детьми, и в нем можно плавать только 18+. То есть только only swimmers only. А это основной ресторан, куда мы сейчас идем кушать.
А вон дальше следующий, третий и последний бассейн. Мы к нему подойдем позже, покажем. А здесь, кстати, учат погружению с аквалангами. Тут есть даже бизнес-центр, или как-то он, конференц-центр. И еще много всего. Мы даже не везде были, чтобы проверить, что там. Что там, не знаю вообще. Так, идемте кушать. Масочки здесь только персонал. Температурку проверяют. Так, смотрим, что здесь, нет? Ну, здесь обычно омлеты, всякие сосиски. Сейчас покажу все-таки, наверное. А, вот и тут блинчики делают. Здесь что-то такое. Здесь омлет. Здесь у нас фалафель. Картофель жареный, жареные баклажаны, чипсики. Давай. Никогда не брали, Маша первый раз сейчас будет брать чипсы. Здесь можно садиться на улице, а можно внутри, там где кондеры. Кондеры в меру не сильно, поэтому приятно там находиться. В обед здесь еще жарят гриль, курицу. Ну и там тоже все время что-то жарят. Вот так выглядит основной ресторан внутри. Сейчас я вам быстренько покажу. Значит, здесь сыр, нарезка колбасная, твердые и мягкие сыры. И эти все островки, они повторяются, то есть, чтобы не было скопления людей в одном месте, островки повторяются. Здесь у нас овощи, оливки, лайм, зелень. Ну, в общем, и насыпают, вот ты показываешь, что и тебе насыпают. Здесь хлеб. Разные булочки. Здесь у нас что? Здесь у нас яйца и омлеты. А, омлеты здесь делают. То же самое, что и на улице. Взяла чипсы? Ой, идем. Здесь вот просто яйца, обычно я их беру на завтрак. И, ну вот смотрите, картошка-пюре, кашки, сосиски, помидорчики, кускус. Там выпечка. Давайте покажу печеньки какие-то, вкусняшки. Это не наш отдел, мы тут не едим. Вот там вход в... короче, там, где можно сесть покушать. Так, здесь у нас йогурты и фрукты. Фрукты для йогуртов. И вот пошло повторение. Опять печеньки. И вот еще один зал, куда можно пойти покушать. С выходом на улицу. С этой стороны с детьми, с этой стороны без детей. Таких залов 3. С той стороны 3, с той. Вот у нас опять повторяется островок. И опять повторяется островок с хлебом. Опять повторяется островок с омлетами. И снова повторяется островок. Вот здесь в самом конце всегда меньше людей, поэтому мы сюда приходим. Сыр, овощи. Еще один зал. Все, я все сняла, я молодец. Так, я пришла за своими яйцами. Где мы сядем? Вот на улице. Или в этом. Давай на улице сядем. Яйца. 2. Да. Так, и идемте за салатиком. Огурец. Огурец. Лайм, лимон. Еще один. Морковка. Ок.
Оливки зеленые. Оливка? Yes. Все. Все? Все. Приятного аппетита. Спасибо. Очень приятно. Взаимно. Халву берешь? Халву берешь? Мы тут нашли халву. Там, где сыры. Никогда не видели, не обращали внимания, наверное. Два входа в ресторан, с одной стороны и с другой. Сразу вон есть туалет, и руки можно помыть. Все. Давайте пошли. Напитки приносят, когда ты садишься за стол. Вот тут вот ребята подходят и сразу узнают, что будешь пить. Мы берем обычно воду и туда добавляем лайм, который берем в овощах. Первое время всегда сидели там, где кондеры. Приятного аппетита! Это анимация. Это ты от воробьев прятала? Вот, мы сразу садились там, где кондеры, но там очень шумно, там цокают вилки, ложки, такой галдеж, короче, стоит, здесь приятнее. Вот так вот всегда упакованные приборы. И Маша только что рассказывала, как она пришла, поставила свою тарелку с чипсами и хлебом. А на соседнем столе стояла такая же тарелка, ну, людей не было. И там штук 20 воробьев сидела в этой тарелке и ела. Да, тут воробьи подлетают и просто сжирают, если вдруг ты за этим не следишь. Поэтому накрываем спячим, пока ходим, другое берем. Ну, это завтрак всегда легенький, особо мы много не набираем, потому что более плотный обед. Такое чувство, что вчера у них было какое-то собрание, и им сказали: вы слишком много накладываете людям еды, накладывайте меньше. Потому что вместе здесь все кладут очень мало. Но если говоришь добавлять, они добавляют. Ну, как-то неудобно. Да, неудобно. Типа они уже так на тебя смотрят после этого. Типа ты уверена. Посмотри на себя, точно хочешь больше? Маша. Так, вот так вот теперь делаем. Раз. Первый раз лимоны, обычно лаймы. Ну, мне лимоны удобнее. Лаймы такие у них твердые, что невозможно выдавить. Но, если вы смотрите это видео как обзор на отель, это однозначно лайк. Нам очень нравится. Да, отель офигенный. Много приятных мелочей, которые улучшают отдых. И это очень приятно. Нам поменяли подушки. Я попросила, спросили, все устраивает? Говорю, все хорошо, неудобные подушки. Они слишком, такие набитые, короче, у меня шея болела первую ночь и вторую. И мы пришли вечером, у нас другие подушки более, у нас уточнили, какие нам нужны, и принесли именно такие. Так что приятно. И плюс много всяких кайфушек именно по территории отеля. Постепенно расскажу вам. Ладно бы только воробьи, но тут вот еще смотрите какие животные подъедают. Страшно? Сейчас мне кто-то клюв в спину вставит, заберет мой хлеб. Зашли в туалет помыть ручки. Вот такие вот здесь туалеты. Это в ресторане, которые. И в принципе все туалеты очень достойные, классные, чистые, вообще никаких вопросов нет. Амфитеатр. И здесь вот есть расписание. Сегодня мультик показывают. Детская дискотека. Здесь расписание, какие проходят мероприятия. Давайте покажу. Мы еще ни разу здесь не были. Как-то не доходили вечером сюда. Вот такой вот амфитеатр. Кстати, отдыхаем мы в июне месяце. Сегодня у нас 14, по-моему. Да, мы приехали на недельку. Я раньше думала, что это очень жарко и очень тяжело в Египте. В плане в июне, там в июле. Но в июле, наверное, очень жарко. Вот с каждым днем все жарче становится. Мы приехали, как-то было так вообще лайтово. Да нет, мам, тебе кажется, это не так. Да? Да. Я уже в первый день умирала. Но, может. Объясню. Жарко прям очень. Только вот с 11 до 4 часов. Нет, в 2 уже легче. Еще один бар.
Тут, кстати, мороженое и попкорн почти весь день. Мороженое вкусное, йогурты замороженные, походу. А попкорн просто с солью. Берешь соль, и попкорн тебе насыпают. Классно. Мы пару раз брали. Ты меня перебила, мамуська. По жаре, ну. Да, с 11 до 2 жарко, но тень еще ок. Хотя мы вчера в это время сходили, деньги на поменяли, на базар сходили, как раз в 12. Это было очень жарко, но мы, видите, выжили. Все остальное время кайфово, правда. Особенно, когда есть легкий ветерок, вообще хорошо. Полотенце на каждом шагу можно брать. И тут, и у бассейна, и с той стороны, короче, везде. Все очень удобно. Туалетов масса, переодевалки есть на пляже. Вот еще один бар с этой стороны. С другой стороны пляжа тоже бар. Тут по пляжу ходят, постоянно предлагают экскурсии, массаж, косички, маникюры, педикюры. И первый день нас очень сильно достали. А во второй день Маша увидела, там где полотенце выдают, там выдают оранжевые флаги. И можно, вот видите, на зонтике висит. Брать такой флаг, если ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили, вешаешь, и тебя никто не трогает. Ну, практически. Сегодня очень сильный ветер, впервые такой сильный ветер. И когда снимают все обзоры, почему-то у всех такая же движуха. Сегодня слишком сильный ветер, все говорят. Нет, сегодня и правда сильный ветер. Да, обычно вот тут вода вообще как в озере стоит. И кто будет сюда ехать, идите в сторону, вправо, вот туда. Там всегда меньше людей, чище вода и вообще кайфушки. Здесь всегда очень много людей с детьми. Если вы хотите увидеть пляж в нормальный день погожий, можете перейти на мой канал, там тоже много влогов с нашей поездки, там больше понятно. Да, сегодня, конечно, не очень удачный день для обзора пляжа. Но водичка чистая какая сегодня. Обычно, даже если там волна на открытом море, то здесь все равно штиль. А сегодня ветер настолько сильный, что даже здесь волна. Да. Все, мы выбрали вот такое место. Прямо возле барчика. Попозже туда сходим. Кстати, купили вот такие туники одинаковые с Машей. $5 штука стоит. Очень классные. Напротив отеля базарчики там мы купили. Очень удобные, не жаркие и красивые. Вот эти вот заборчики очень классно рассеивают ветер. И зимой, наверное, это такое спасение крутое, когда холодный ветер. Сейчас-то он приятный, этот ветерок. А когда холодный, то я знаю, что такое холодный ветер в Египте. Вода горячая, ветер ледяной, и зайти в воду, не знаю, выйти ты невозможно. Горячую воду видела? Ну, вот как-то попадали мы, что был именно ветер ледяной, а вода теплая. В Sunny Days была холодная вода тогда, да. Короче, вот такие вот дела. Будем сейчас загорать, купаться пойдем, тоже сниму. Я надеюсь, хоть что-то слышно из-за ветра. У меня шумозащита стоит. Но я не знаю, насколько хорошо она сейчас справляется, потому что очень сильный ветер. Идем купаться. Маша интересует вопрос, почему верблюды плюются. Я вот тоже не знаю. Ух ты, музон включили. Класс. Кстати, тут не играет египетская музыка и русские старые вот эти песни, которые любят в Египте крутить. Типа белые розы, белые розы. Водичка теплая. Ох, ну ветерок, конечно, но при этом не холодно, жарко все равно. Мы решили перейти покупаться со стороны бара, типа там ветер меньше. Ну тут такой сильный ветер был, пока мы через мостик прошли. И меня тоже чуть не сдуло, я держалась за поручни. Так, там просто есть выход тоже к воде. И мы подозреваем, что там не должно так сдувать. А здесь и такой барчик. Вот там мы сидим вечером, закат встречаем. Очень красиво. Фух. Так, а ну-ка. Посмотрим. Ну да, тут, по-моему, будет поспокойнее. Да. Тут можно купаться. Ну все, водичка действительно теплая, очень чистая.
С той стороны открытое море, там тоже можно ходить купаться. Там рыбки есть, риф есть, можно понырять с маской. Там люди проводят время. Там, кстати, еще чище вода. Вот, мы там пару дней тоже провели. И Маша снимала себе на канал. Я оставлю ссылочки на плейлист с влогами с отеля, с этого Египта. Оставлю в описании, поэтому кому интересно больше информации про этот отель и как мы здесь отдохнули, то переходите туда к ней и смотрите. Ну а мы продолжаем наш день сегодня у меня во влоге. Смотрите, все дети в этих туничках. Это реально спасение. Они очень тоненькие, беленькие, закрывают рукав, плечи и жопку. Классные, говорю, туники. Всех детей одели в туники эти. В них можно купаться и не сгорать. Давай на ту сторону сходим, посмотрим. Ох, там нас сейчас, ну, проверим. Так, вот. На самом деле, вот мы с того пляжа вот так вот спускались, и там очень хороший, удобный спуск. Можно запросто там тоже купаться. Но только берите кораллки, потому что там бывают морские ежи, всякие ерши, чтобы себе не поранить ногу. Будьте в безопасности, думайте заранее об этом. Здесь тоже можно спускаться. Бывает отлив, тут мелко становится. И прям такие островки, по которым ходят люди, смотрят всяких крабиков, всякие ракушки. Вот. Где Маша? Не вижу, где она делась. Я тебя потеряла. Что-то берем в барчике. Я заказала холодный кофе с виски. Это очень вкусно получается. Сейчас покажу вам. Кофе они делают холодный, когда то Нескафе растворимый, но вот в этом сочетании это очень вкусно. Упс. Вау. Мне можно то же самое? Что? То же самое. Нам сейчас нужно очень важную миссию сделать. Пройти через этот мост, с которого нас чуть не сдуло. И донести коктейли. Кофе. Потому что я реально хочу пить. Да, я предложила Маше в баре выпить, но нет. Она говорит, пошли на лежаки. О. Быстро. Пока он остановился. Нет, не остановился. Почти не разлила. Мы это сделали. Сюда можно еще добавить сахар, и будет такой, как Бейлис прямо. Но мы пьем без сахара, тоже очень вкусно. Я бы хотела с сахаром. Что ты не взяла? Просто что-то я Забыла. Можно делать просто кофе с молоком, типа американо с молоком. Нет, здесь все кофе делают растворимым, кроме эспрессо. Эспрессо заварной. Вот, поэтому можно как-то вот миксовать эспрессо, потом добавить туда молока, и виски, и лед, и сахар, и будет Бейлис. Я обычно так всегда делаю в отелях. Потому что люблю Бейлис. А иногда у них есть Бейлис. Но он все равно не такой вкусный, как вот этот. А это туалет возле моря. Один из. Вот. Они тут особенность, все туалеты очень чистые. Да. И очень вкусно пахнут. И прям приятно здесь находиться. реально. Ну, здесь еще возле пляжа чуть-чуть старее. В корпусе, которые они очень свежие, только ремонт сделан, но тут, тем не менее, все равно всегда чисто. Да. Вкусно пахнет. Да.
И везде есть душевые, везде есть где помыть ножки, это тоже очень удобно. В туалетах, которые там возле бассейна, например, там всегда куча воды на полу, потому что люди туда мокрые ходят. И все унитазы мокрые, потому что люди мокрые сидятся. Нет. Но при этом мы, кстати, заметили, вот сегодня обратили внимание, что мы ни разу не видели, как тут убирают. Знаете, обычно в туалет заходит и уборщик туда-сюда ходит. Нет, ни разу за все время мы не видели. И либо это такие туристы сногсшибательно аккуратные, либо мы просто не попадаем. Мы идем к бассейну. Вот видите, душевая сразу, душ, ножки помыть, тельце. И таких точек много. Ну, ветер сегодня просто, блин, как будто бы январь месяц. Какая-то тут движуха такая веселая. Мы пришли на большой бассейн, а тут почему-то закрыты зонтики, наверное, из-за ветра. Маша спросила. Hello. Что? Из-за ветра сейчас нельзя, но когда ветер шутит, выходите оттуда. А у него открыт. Да, ой, точно, тренируется. Сейчас в Египте нельзя просто так купить дайвинг, ну типа экскурсию. Нужно обязательно проходить курсы и получить сертификат. Я бы прошла, кстати, просто чтобы пройти и был этот сертификат. Ну, тут очень хорошее место, да, чтобы может пройти. быть, в последний день, когда мы будем. А, нет, там же 3-трехдневный курс, это несколько дней. Я помню, Маша первый раз, когда погрузилась с аквалангом, сказала, все, приеду в Киев и буду дайвингом заниматься. Я даже узнала. просмотрела курсы, да, я все что посмотрела, есть такое. Дорого очень в Киеве проходить, очень дорого их. Реально дешевле вот так в Египте трехдневный курс взять, да. И тогда у тебя уже есть этот сертификат, и ты можешь уже где угодно показывать его, и все. Потому что, видимо, из-за того, что были случаи, когда тонули туристы, да, запретили это все дело на ходу на корабле рассказывать, какие знаки нужно показывать, чтобы тебя вытянули наверх. А там алкоголь, и за знаки забывают. И все-таки мы на этом бассейне остались. Класс. Вода теплая, очень приятная. Прыгай. Опа. Не, вода классная. В воде вообще прекрасно. Да и снаружи классно. Ветер горячий, ветер не холодный. Это не то, что зимой в Египте. Я зимой в Египет больше не поеду. Это наоборот хорошо, не так жарко. Нет, зимой мне не нравится Египет, потому что сейчас ветер. А, сейчас супер, да. Не так жарко. Просто для съемок это не очень удобно, но на самом деле кайфово. Класс. Раньше думала, что в Египет летом ехать не стоит, потому что летом у нас хорошо. Но благодаря тому, что у нас лето какое-то стрёмное в этом году, у нас дожди, мы с Украины, Черкасы город, Киев, Маша в Киеве живет, я в Черкасах. Вот, и у нас отвратительное лето как-то, по крайней мере, май, июнь. Дожди и как-то, ну, прохладно. Вот, поэтому мы решили поехать в Египет. Сначала думали в Таиланд, ой, вернее, на Бали, Мальдивы, Доминикану рассматривали. Ну, полетели в итоге в Египет, решили сэкономить. Кстати, путевка сюда на 7 ночей стоила нам 900, что-то $40 на двоих. Вот. Мы пришли на обед. Вот что мы взяли. Значит, рис, тут кабачки с фаршем, овощи тушеные, нут и свекла. Маша там взяла какие-то пироженки попробовать. У Маши рыба и мясо, и картошка. Мясо, говядина очень вкусная. Вот тут овощи, немножко фруктов взяли. В общем, всем приятного аппетита. У нас обед. Сели сегодня в зале, потому что на улице ветер сильный.
Смотрите, мы пришли в барчик, который над лагуной. А тут еда есть тоже. Вот Маша делает вафли, а тут вот еще есть круассаны и какие-то бургеры или что-то наподобие этого. А я купила себе новые очки, потому что старые я сломала. А это были Машины очки. Машины очки сломала. Вафли тут делаю. С кетчупом ели. А потом я хочу шрек. Chocolate or sugar? А мне блинчик, пожалуйста, закажи. И еще один блинчик. Аппетит приходит во время еды, мы только что, правда, так наелись. Спасибо. Упс. Так, все. Маша взяла мороженое. Сейчас нам принесут еще наши коктейльчики. Вот этот милый человек. Оказывается, этот коктейль уже давно придумали до меня. И называется он Ламумба. Коктейль, который вот нам принесли. Бренди, да? Это из бренди. Спасибо большое. А тебе сахаром сделали? Мне Не знаю, у меня сейчас столько сахара здесь, что я однозначно уже не буду добавлять. Ой, как вкусно. Ой, да. А я не знаю, слушай, а ну дай попробую. Мне не горько. Не, мне не добавляли, тебе не добавляли. Просто не такой горький. Да, меньше кофе. Меньше кофе, больше молока, прекрасно. Это ламумба для меня. Так, ну что, мороженое у них молоко со льдом. во всех барах у них мороженое с 12 до, не знаю, до скольки там, Он в мне общем. еще говорит, можно мороженое сюда, сверху на вафлю. Я подумала, что это будет уже смерть. Мороженое очень сладкое, но при этом оно скорее похоже на йогурт холодный, чем на мороженое. На перемороженный пудинг, я бы сказала. Кстати, да. Вафля очень вкусная. Я никак не попробую блинчик, я не знаю, как его попробовать. Его надо сложить и просто откусить. Как-то так. Сейчас. Ух ты! Хочу все-таки, чтобы вам первые свои эмоции сказать. Ой, какой он горячий! Почему такой горячий до сих пор? Серега в парк поснимать немножко тикток и только заходим в парк, встречаем одного Такое. прикольного малого. Мне не нравится. Невкусно. Интересно, что ему сделал Не знаю. бедный шарик. Тесто вообще не сладкое. Ну, какое-то никакое. А вот это Машина. Тоже невкусное. Первый раз тут что-то мне не понравилось. А не пойти бы нам поплавать? Да? Жарко. Не доели мы свои блинчики как-то. Ой, воробьи тут у нас пытаются все украсть, но мы не против. Пойдем сейчас покупаемся, ветер потихонечку стихает. Я надеюсь, завтра ветра не будет, потому что у нас завтра экскурсия. Мы на целый день на яхте, на острова, нырять, купаться, в общем. А у тебя плохой опыт. На яхте один раз. Нет, это у Артема был плохой опыт. А, тебе норм было? Мне норм всегда, мне не укачивает. Как нам повезло. Да. Пойдемте покупаемся. Ой. Или постоим. Нет, покупаемся. Там просто так сильно нагрелись, прям нагрелись. Так, давай сюда. Будет легче. Хорошо.
Маша говорит, у тебя красненькая жопка. На свою смотрела? И плечи, Маша. Да, плечи я знаю. Я чувствую, что плечи уже хорошо им. А я уколола ножку. Мы надеемся, что мама выживет. Да. Да, Маша. Завтра мажемся кремчиком с самого утра и на солнышко не вылазим. А сейчас мы пришли закат встретить. И вернее, не так встретить закат, как поделать классные фотографии здесь и видосики. Так вот это будет. Когда пофоткались, фотографии офигенные получились. Да, ну Маша вся замерзла. А если стоя еще сделать это? Маша, пожалуйста, сними себя это и вытрите, мне жалко. Я на себя полотенце, я хочу еще. Пожалуйста, пока ты не сделала, я второй раз не решусь на это. Мы собрались на ужин. У нас парный лук с мамой получился. Да. Смотрите. Мы выглядим одинаково. Это мут этой поездки нашей, потому что мы все время выглядим сейчас одинаково. Да, и, кстати, даже дети это замечают. Да. Мама, смотри, две тети одинаковые. Все не смеялись. Так, все, погнали. Маша мне подвинула сумочку к этому образу, очень хорошо подходит, по-моему. Она, правда, пустая, но нужна для этого фотика, чтобы мы могли нормально кушать, две руки были свободны. Ух ты! Китайская лапша. Здесь у нас рыба на гриле, курица. Здесь пончики. А тут вот готовятся еще курочки. Там внутри, Маша, крабовые палочки. Чего? Нет, я не хочу. Ну что же, я взяла себе китайские какие-то овощи. Это рыба. Маша тоже взяла. Ну, стандартный набор. Огурцы. Кстати, помидоры. Ты брала тут помидоры? Как тебе? Не брала. Не брала? А что ты помидоры не ешь? Они всегда тут невкусные, я даже не... Не пыталась? Поздравляю. Да. Роллы, как тебе? Так. Да, но я все съела. А макароны Вог? Еще не пробовала. Слегка сладковатые, невкусные. У меня сел фотоаппарат, поэтому быстренько показываю, что вот еще мы взяли фрукты. Очень вкусный арбуз, очень вкусные финики и все вкусное. Мы вкусненько поужинали, сегодня долго не сидели. Пришли пораньше отдыхать, потому что завтра у нас экскурсия, рано нужно встать, поэтому рано нужно лечь. Всем спасибо за просмотр. Но больше видео у вот этой вот девочки на канале. Ссылочка будет под видео. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Ну, давай. Нет, не да, буду надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал Виктория.